Около 11 вечера я прошел границу в порту албанского Дурреса и был полон энергии двигаться дальше, снова в ночь. До 5-го КП в городе Буррель было совсем недалеко, меньше 100 километров. По пути к нему был обязательный паркур, небольшой участок серпантина на высоте 600 метров. При взгляде на карту очевидным маршрутом был путь напрямую от спецучастка к контролю через перевал. Подъем к его вершине был асфальтовым, а вот спуск 16 километров гревела. Google панорамы этого участка отсутствуют, можно было рассмотреть только финальные 100 метров в конце спуска. Вроде вполне проезжабельно. Альтернативным вариантом был разворот в конце обязательного паркура, возвращение вниз на запад и объезд перевала и грунтовки с севера по асфальтовой дороге. И как итог плюс 50 километров к маршруту. На свою голову я выбрал первый, короткий маршрут. Ночные серпантины меня быстро ушатали, и когда я добрался до начала грунтовой дороги на вершине перевала, было уже почти 4:30 утра. Осознание своей большой ошибки пришло моментально. Ехать тут невозможно. Тут можно только идти. Спасибо, что вниз, а не вверх. Я прошел сколько? Я прошел... уже 2 километра из 16. Ну как прошел? Там чуть-чуть можно было проехать, но это смешно. Вот такие вот крупные камни, по которым ехать невозможно. Подпрыгиваешь и все трясет. Ну, где-то через 3,5 километра дорога стала проезжабельной. Не знаю, надолго ли и до конца ли. А еще там был обвал, провал. Не знаю, как это назвать. Короче, дороги там не было. Да и дальше дороги тоже не было. Через 200 метров пришлось снова выстегиваться и идти пешком. Начинал брезжить рассвет. Чертыхаясь, я ненавидел сам себя. На пароме я рассматривал треки более быстрых участников, видел, что лидеры выбрали длинный объездной маршрут. И даже быстро нарисовал себе трек в объезд, но в результате все равно попёрся в эту жопу. Ой, дорогие организаторы, это вообще ни разу не смешная шутка. Прям совсем не смешно. Я начал в 4:30, сейчас 5:55. То есть я уже 1,5 часа иду, в основном иду, немножко еду, одолел 9 километров. Еще 7. Уже в самом низу этого пи***ца, когда до асфальта оставалось меньше километра, двигаясь со скоростью 10 км в час, на очередном повороте мое переднее колесо попало на сыпучую гору щебня. Я не удержал равновесия и с диким матерным ревом грохнулся, знатно приложившись левым коленом об острые камни. Велосипед, слава богу, остался в порядке, если не считать поцарапанный левый переключатель и порванную обмотку руля. Я же, осмотрев и обработав рану, понял, что могу двигаться дальше. Больно и неприятно, но педалирование возможно. В начале 8 утра, 9 августа, после 12 дней в пути, 4 стран, парома и бессонной ночи, я наконец доехал до небольшой гостиницы в провинциальном городке Буррель, где был расположен 5-й и последний перед финишем контрольный пункт. Получив бесценную печать, тут же заказал себе двойной завтрак и кофе. Поскроллил ленту, увидел, что я на этом контроле отметился 84-м. К слову сказать, победитель гонки, француз Виктор Боссони, доехал до Румынии и финишировал еще позавчера. А самая быстрая из девушек, невероятная Яна Кессенхаймер, несколько часов назад. Мой же финишный рывок через все Балканы только начинался. Впереди были еще несколько стран и больше 1000 километров пути. Для начала надо было разобраться с Албанией. Бедная деньгами, но богатая горными красотами небольшая самобытная страна. Здесь перестаешь верить, что все еще находишься на европейском континенте. Скорее кажется, что ты то ли в Армении, то ли в Средней Азии. Все очень небогато, однако обочины дорог, например, не в пример чище, чем в Южной Италии. Здесь сено все еще собирают вилами в снопы, а не пакуют в полиэтиленовую пленку. А еще говорят, что все собаки попадают в рай, а старые мерседесы в Албанию. Если не вспоминать то горное щебеночное наказание, дороги тут вполне приличные. Но есть и свои пикантные колоритные особенности. Предположу, что такое может повстречаться где угодно, но все же только на албанском контрольном пункте организаторы оповещали участников о координатах обитания потенциально буйного местного жителя, настроенного резко негативно по отношению к велосипедистам. На обозначенную дорогу я выезжать и не собирался, но факт был прелюбопытный. Тем временем дорога, по которой ехал я, превратилась в прямую широкую трассу с оживленным трафиком,
медленно и нудно взбиравшуюся под постоянным углом вверх на очередной перевал. К 11 часам утра солнце палило уже абсолютно беспощадно, и отметка на гармине приближалась к 35 градусам. Кое-как перевязанная нога продолжала кровить, и в какой-то момент я решил, что лучше вовсе снять бинты и дать ране просто хорошенько просохнуть и затянуться под прямыми солнечными лучами на сухом ветру. И действительно, по виду и ощущениям через какое-то время жить стало проще. Ближе к обеденным часам я спустился с последней на моем пути албанской горки в долину и стремительно, насколько это было возможно с закончившейся водой и поврежденной ногой, приближался к границе с Северной Македонией. На КПП албанский пограничник даже в руки не взял мой паспорт и движением головы велел дуть дальше в сторону македонцев. Наверное, к концу первой сотни велосипедистов на своем малооживленном КПП за последние пару дней он окончательно потерял интерес к двухколесным пыльным вонючим созданиям. На своей стороне македонский пограничник без лишних вопросов проштамповал мне паспорт, главное не перепутать его с бреветной карточкой. И довольно скоро я оказался в городке Дебар, где я наконец разжился водой и едой. Там меня окончательно расплющило жарой, 2 бессонными ночами и накрыло сверху ноющим коленом. С последним самым смешным было то, что крутить педали мне было в общем не больно, а вот стоять на ногах было неприятно. Вот только сил на первое оставалось все меньше и меньше. Я понял, что еще один перевал с 600 на 1300 метров – это все, на что я сегодня способен. После чего мне просто необходим душ и горизонтальный отдых на чем-то мягком и желательно в кондиционируемом помещении. На этой волне жалости к самому себе я забронировал гостиницу в 70 километрах дальше по треку в городе Гостивар. От Дебара туда вела дорога через нацпарк Маврово, знакомая мне по байкпакингу в компании дорогих друзей 7 лет назад, когда мы проехали по Балканам крюком от Афин до Софии. Всегда приятно оказаться на дороге, с которой связаны теплые воспоминания о душевном велопоходе. Только на этой невидимой поддержке я, наверное, и взобрался наверх. Там я вновь увидел бруталистско-модернистскую конструкцию у плотины, Мавровское водохранилище и статую очередным покорителем природы и обуздателем стихий. Там же, на дороге вдоль рукотворного озера, я в очередной раз поравнялся со своим финским коллегой Микке. На спуске с перевала я опять помянул матерным словом организаторов и их список запрещенных дорог. В Македонии к проезду были запрещены все дороги с литерой А в названии, а это, к слову, половина всего дорожного полотна страны. Из-за этого ограничения вниз с перевала пришлось спускаться по узкой дорожке с довольно неприятными градиентами и пыльными поворотами с раскиданными по асфальту камнями. А ближе к Гостивару асфальт и вовсе на время кончился, когда дорога пошла мимо песчаного карьера. Так или иначе, с красными, полными пыли глазами около 8 вечера я въехал в город, больше похожий на нагретый жаркими поленьями тандыр, и вселился в номера. В супермаркете под боком я нашел то самое кисело млеко, местный божественнейший кисломолочный продукт. С трудом оторвав себя от килограммового ведра, я отключился. За неполные сутки после высадки с албанского парома, правдами и неправдами, я продвинулся на 235 километров. До финиша меньше 1000.